Всех приветствую, вы на канале Bodybuilding Crush. Сегодня у нас интересный вопрос будет по поводу сертификатов на спортивное питание. А именно, означает ли предъявление сертификата продавцом, что у вас настоящий, нормальный, подлинный продукт. Сегодня расскажу много, так сказать, внутренней информации продавцов, которая, в принципе, не является секретом для продавцов, но многие покупатели этого просто не знают. В том числе расскажу, почему появились наклейки на Optimum Nutrition. В общем, будет интересно. Итак, погнали. Сертификат на спортивное питание. Точнее, он называется СГР. Свидетельство о государственной регистрации того или иного продукта. Значит, когда получается этот СГР? СГР получается, когда продукт первый раз ввозится в страну или начинается производиться. То есть, это свидетельство, которое выдается там нашими контролирующими органами, которая гарантирует вам безопасность продукта, соответствие составу этикетки и так далее. Но проверяется этот один раз, то есть либо при ввозе продукции, когда ее хотят официально ввозить и продавать, либо при ее производстве. То есть, когда вам продавец предъявляет сертификат на продукцию, это просто означает, что данный продукт имеет сертификат. И это вовсе не означает, что именно эта банка, именно эта партия, с ней все в порядке. Это просто означает, что продукт, так сказать, сертифицирован в России, и все. Поэтому то, что вы спрашиваете сертификаты на продукцию в магазинах, это вообще не имеет никакого смысла. Ну, есть он и есть, но это не означает, что конкретно эта банка имеет сертификат, что с ней все в порядке. Сертификат выдан один раз в самом начале, и все. Что будет твориться дальше, наши контролирующие органы уже не проверяют. Это все на совести производителя. То есть, грубо говоря, можно первый раз произвести нормальный продукт, получить на него сертификат, а дальше начинать выпускать фуфло. То есть никто дальше ничего не контролирует. Именно поэтому многие говорят, почему я там против российского питания. Да потому что большинство заводов в России не имеют никаких лабораторий, которые проверяют качество продукции после ее выпуска. Это делают только иностранцы. Наши либо единицы, либо вообще никто не проверяет. Поэтому что там в банке после того, как получен сертификат, известно только одному производителю. Вот такая вот ситуация. Дальше. В связи с чем появились наклейки на Optimum Nutrition? Интересный вопрос. Многие думают, что наклейка на Optimum Nutrition это определение подлинности. А вы пробовали заказывать Optimum Nutrition, например, с Америки или с всеми известного iHerb, который сейчас у нас не работает? Так вот, кто заказывал, те, наверное, знают, что там никаких наклеек ни на одной продукции Optimum Nutrition нету. Эта наклейка, это чисто российская выдумка. Это российский дистрибьютор Optimum Nutrition обезопасил себя от других людей, которые хотели бы завозить Optimum Nutrition. Почему это сделано? Потому что российский дистрибьютор сам все за свой счет полностью сертифицировал всю продукцию Optimum Nutrition. А на минуточку сертификация одного продукта еще по старым ценам стоила от 60 до 100 тысяч рублей. Сейчас я не знаю, сколько она стоит. И занимала она от 3 месяцев до года, чтобы просто сертифицировать один продукт и начать его официально ввозить. Поэтому, когда российский дистрибьютор сертифицировал все продукты, нашелся какой-то человек, который начал ввозить Optimum Nutrition под эти сертификаты в Россию. Соответственно, естественно, дистрибьютор официальный начал терять деньги. Так вот, чтобы этого не случилось, они договорились с американцами, что они будут на всю продукцию, которая ввезена именно с Америки, клеить вот эти вот наклейки. Поэтому вот эти наклейки это не определение подлинности, это определение того, что этот продукт ввезен официальным дистрибьютором. То есть, грубо говоря, это будет американский продукт. Если вы увидите без наклейки, то скорее всего это ввезенный в серую, возможно, из Америки, но больше вероятность, что это будет европейская версия продукта, которые как раз не имеют этих наклеек. Вот и все, отсюда и взялись эти наклейки. Дальше. Почему у нас не появляются многие продукты спортивного питания, да? Там, например, от MHP, от Muscle Tech, там известнейшие бренды, да? Там, например, линейка Gym в Америке очень популярная.
Muscle Meds и так далее. Да дело в том, что эти производители не хотят иметь одного официального дистрибьютора. Они продают всем, кому попало. Поэтому, например, выпустил Muscle Tech новый продукт. Его завез один человек, второй, третий, четвертый. И каждый из них сидит и думает, а почему это я должен делать сертификат на спортивное питание? Пусть другие делают, почему я должен тратить эти 100 тысяч? Пусть мой сосед делает, который ввез его. Второй то же самое думает, третий то же самое думает. И в итоге продукт не сертифицирован. Хотя он классный, крутой, но сертификацию на территории России он не имеет. И сейчас начались проверки, там друг на друга пишут конкуренты, всякие жалобы и так далее. Естественно, если у вас на полке стоит продукт без сертификата, у вас будут большие проблемы. Ну, более того, он должен еще иметь наклейку российскую, которую делает дистрибьютор. А кому это выгодно? Кто будет клеить? Вот представьте, вы ввезли продукт, грубо говоря, возьмем, я не знаю, креатин, Muscle Tech ввезли, заплатили 100 тысяч рублей за его сертификацию, а тут через месяц объявляется ваш сосед и возит этот же креатин. Вам это понравится? Конечно же нет. Естественно, поэтому вы и не будете вкладываться ни в сертификацию, ни в наклейки, ни так далее. Поэтому большинство продуктов крутых и прикольных у нас на рынке не присутствует. Именно в том числе и поэтому. И, кстати, тот же Animal Flex до сих пор, по-моему, не имеет сертификации. Именно как раз по этой причине, что Universal Nutrition, который выпускает Animal Flex, продает его направо и налево. Поэтому его ввезли сюда куча народу, и никто из них не хочет делать на него сертификацию. Ну, там, по-моему, еще и были проблемы с прохождением по составу. То есть не все еще продукты у нас проходят по нормам нашего Роспотребнадзора или Минздрава. Тоже бывает в этом проблема. Но в основном в том, что люди не хотят возить просто так. Вот Optimum Nutrition вложился в сертификацию. У нас поэтому и существует один единственный дистрибьютор Optimum Nutrition. Поэтому он и ввел эти наклейки. Вот такая вот у нас ситуация. Поэтому то, что вы спрашиваете сертификаты в магазине спортивного питания, это вас никак не обезопасит ни от чего. Это просто будет означать, что данный продукт проверен нашими контролирующими органами на, так сказать, безопасность и соответствие этикетки. И то, как проверен. Проверена только его первая партия. Дальше уже, так сказать, все на совести производителя. Поэтому сертификаты не спрашивайте. Самый простой способ проверить подлинность продукта, как вот буквально нам недавно девушка написала, что ей продали Мутант Масс, на ней была черная крышка вместо привычной желтой. Она говорит, я сходила в магазин, мне показали сертификат, я успокоилась. Ну, вы уже понимаете, да, что сертификат ничего не значит. Самый простой способ это проверить. Заходите на официальный сайт производителя и смотрите, что он выпускает. Я тут же зашел на сайт Мутант, на канадский, и увидел, что сейчас идут банки с черными крышками. Поэтому у нее все было в порядке. Ну все, теперь вы в курсе. Если остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Всем пока.